Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт «Вишневые облака». Создавать облака я буду из питьевого йогурта, который я взобью в легкую воздушную массу. По своей структуре, легкости она будет очень напоминать зефир. В качестве основы испеку шоколадный корж и залью торт сверху вишневым желе. В результате получается очень легкий, вкусный, очень домашний торт, приготовить который абсолютно несложно. Давайте готовить. Печь корж я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки. Борта смажу сливочным маслом и просыплю мукой. Лишнюю муку стряхну. В корж я добавлю 50 грамм рубленого миндаля. Я взяла 50 грамм орехов, их помыла, обсушила и нарублю ножом. Миндаль я рекомендую вам нарубить как можно мельче, чтобы он не очень чувствовался в готовом корже. Попутно заметьте, что вы можете взять орехов меньше, вы можете взять другие орехи, скажем, грецкие, либо готовить корж и вовсе без орехов. Для теста нам понадобится 80 граммов муки, 15 граммов какао-порошка, чайная ложка разрыхлителя для теста и буквально щепотка негашенной соды. Сода нужна для того, чтобы погасить кислоту, содержащуюся в сметане. Если у вас сметана не кислая, соду можно пропустить. Смешиваем муку, какао-разрыхлитель и соду. Смешиваем как можно тщательнее, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились по объему. А затем просеиваем. Также для теста нам понадобится одно среднее куриное яйцо. Взбиваем яйцо с сахаром. Нам понадобится 120 граммов сахара в легкую воздушную массу. Очень сильно взбивать, так как мы взбиваем на бисквит, не нужно. Кладем 120 граммов сметаны. Я обычно использую 15% сметану, но вы можете взять сметану любой жирности. И взбиваем еще 1-2 минуты. Для аромата я добавлю несколько капель ромовой эссенции. Эссенция тоже по желанию, можно не добавлять. И в последнюю очередь вмешиваем тесто мучную смесь. Можно вмешивать при помощи миксера, но только быстро, коротко, на малых оборотах миксера. Долго месить, взбивать тесто не нужно. Главное здесь добиться однородности, этого будет вполне достаточно. Вот такое негустое льющееся тесто получается в результате. Всыпаем орехи, размешиваем, и наше тесто готово. Повторюсь еще раз, что орехов вы можете взять больше, вы можете взять другие орехи, либо готовить тесто и вовсе без орехов. Выливаем тесто в подготовленную форму, разравниваем. Форму можно несколько раз прокрутить, можно ей несколько раз постучать, чтобы тесто легло ровно и корж поднимался ровнее. Выпекаем корж предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Печется он примерно 30 минут. Готовность определяем либо легким надавливанием пальца на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Из центра она должна выходить чистой, без следов теста. Даем коржу в форме немного подостыть, чтобы он не обжигал руки. Форму аккуратно снимаем, аккуратно отделяем бумагу для выпечки и еще горячий корж обильно смазываем сметаной. Потребуется около 50 граммов сметаны. Сметану я обычно беру нежирную, как правило 10 или 15%. Как вариант, можно не смазывать горячий корж сметаной, можно дать ему полностью остыть и затем пропитать сахарным сиропом, либо, скажем, вишневым соком. Для сахарного сиропа я обычно беру 3 столовые ложки горячей воды, 2 столовые ложки сахара, растворяю сахар в горячей воде, даю остыть до комнатной температуры и сиропом пропитываю остывший корж. И уже в таком виде даем коржу полностью остыть. Для йогуртового суфле нам понадобится 2 бутылочки питьевого йогурта. Мне на этот раз вишневый питьевой йогурт Ланлибе. Йогурт насыщенного вишневого вкуса с кусочками вишни, натуральный, с правильным составом и просто вкусный. Я обычно его покупаю и просто так попить, ну а сегодня я с ним буду готовить йогуртовое суфле. 1 бутылочку выливаем в миску и всыпаем 20 граммов быстрорастворимого порошкового желатина. Каждая бутылочка йогурта весит 290 граммов. На упаковке желатина указано, что 10 граммов желатина рассчитаны на 500 мл жидкости.
То есть наш раствор будет практически в 2 раза крепче рекомендованного инструкции. Размешиваем и оставляем минут на 15-20 набухнуть. А затем очень аккуратно прогреваем, чтобы желатин полностью растворился. Нагреваем до температуры не выше 60 градусов Цельсия, такая температура указана на упаковке желатина, чтобы желатин не потерял свою силу. Вливаем вторую бутылку йогурта, размешиваем. В результате получается довольно жидкая масса, и сейчас мы ее, конечно же, не сможем взбить в суфле. Переливаем йогурт в чашу кухонной машины, либо в ту емкость, в которой вы будете его взбивать, и ставим на некоторое время в холодильник, до того момента, когда йогурт только-только начнет желироваться. Он не должен сожалироваться полностью. Нам нужно поймать этот процесс в самом начале, когда йогурт загустеет и только-только начнет желироваться. Кладем корж на сервировочную тарелку и устанавливаем кондитерское кольцо. Для торта я возьму 200 граммов вишни без косточки, я предварительно разморозила, слила выделившийся сок и разрезала пополам. Половину ягод разложила на корже. Достаем из холодильника емкость с йогуртом. Вот так должен выглядеть загустевший йогурт. То есть он еще не зажелировался, но в то же время процесс желирования уже начался. Когда йогурт стоял в холодильнике, я его несколько раз перемешивала, поскольку около стенок йогурт охлаждается быстрее и желируется тоже быстрее. И далее охлажденный йогурт нам нужно будет взбить в легкое суфле. Взбиваем довольно долго, примерно 15-20 минут. Йогурт должен увеличиться в объеме и превратиться в легкую воздушную массу. Взбитый йогурт выкладываем в форму, на корж, разравниваем. Сверху выкладываем оставшиеся ягоды вишни. Их немного втапливаем в суфле. И убираем форму в холодильник до полного застывания слоя йогурта. Для заливки торта сверху нам понадобится около 200 мл желе. Я взяла один пакетик готового желе и приготовила его согласно инструкции на упаковке. Дала остыть до комнатной температуры и в несколько приемов залила сверху. Не заливала желе в один прием для того, чтобы слой желе был потоньше. Даем желе полностью застыть и аккуратно снимаем форму. Можно пройтись тонким ножом вдоль стенок формы, а можно форму прогреть. Я прогревала горячим полотенцем, для этого полотенце смачивала в горячей воде, отжимала и горячим полотенцем обертывала форму. Делала несколько таких обертываний. И затем же форма легко снимается. Как вариант, можно прогреть при помощи фена. И наш торт готов. Вот так красиво он смотрится на разрезе. В этой части видео я уже ничего готовить не буду. Я покажу, что у нас получилось в результате. Выскажу свое личное мнение, что мне понравилось, что не понравилось, что удалось, что не очень удалось. И, конечно же, торт попробую. Ну что ж, вот так вот очень мило, на мой взгляд, очень по-домашнему торт выглядит. Конечно же, может, он не такой шикарный, каким бывают, например, кремовые торты, но очень милый. Очень красиво выглядит в разрезе. Мне очень нравится вот эта цветовая палитра торта. У нас шоколадный корж, очень легко окрашенный и легкий по структуре, поскольку на разрезе видны пузырики воздуха, слой суфле. И завершается торт довольно темным слоем, не толстым, тоненьким, темным слоем вишневого желе и темные ягодки вишни. То есть, на мой взгляд, такое очень гармоничное цветовое сочетание. Делится торт примерно пополам по цвету. Нижний темный слой и верхний слой суфле, что тоже создает такое очень красивое цветовое сочетание. Что касается вкуса торта, я его уже пробовала, поэтому могу сейчас уже сказать, что мне здесь понравилось, что не понравилось. Начнем с нижнего слоя. Внизу у нас шоколадный бисквит. Рецепт мой много раз проверен, перепроверен. Я готовлю такие бисквиты часто. На мой взгляд, это очень удачный, что немаловажно, такой простой рецепт. Обычно такой бисквит я пропитываю, пока еще он горячий, только-только свежеиспеченный, просто сметаной. Смазываю сметаной
даю остыть, и в результате получается довольно мягкий и сочный бисквит. Но вот в этом случае вот такая пропитка не очень хорошо сработала, поскольку у нас очень нежный слой суфле, и на вот фоне вот этого нежного слоя суфле корж кажется суховатым. Поэтому если бы я готовила этот торт в следующий раз, то я бы дала, конечно, коржу хорошую основательную пропитку. То есть я бы не смазала его сметаной, я бы дала ему полностью остыть, и затем пропитала бы либо сахарным сиропом, либо вишневым соком, то есть чтобы корж был более влажным. Конечно же, он не сухой, но, на мой взгляд, все-таки вот здесь вот дополнительная пропитка просится. Насчет орехов в корже. Мне очень нравится сочетание шоколада, вишни и миндаля, поэтому я добавила в корж миндальные орехи. Но вот в этом торте как-то вот это трио не сработало. Когда ешь торт, как-то вот не ощущается вот это вот сочетание вишни, миндаля и шоколада. Все как-то немножко по отдельности. И в первую очередь за счет того, что орешки чувствуются по своей структуре. То есть они немножко поскрипывают на зубах. Обычно в такой бисквит я добавляю либо грецкие орехи. Обычно добавляю грецкие орехи, не либо грецкие, обычно я готовлю с грецкими орехами. Действительно, с грецкими орехами получается хорошо. Но вот в этом случае я использовала миндаль. Миндаль более плотный орех. И, наверное, вот случилась вот такая вот немножко, такой небольшой диссонанс. В следующий раз я либо взяла бы меньше миндаля, его бы мелко нарубила, совсем мелко, либо взяла грецкие орехи, либо готовила этот корж и вовсе без орехов. На мой взгляд, он вполне самодостаточный, и без орехов здесь совершенно спокойно можно обойтись. Что касается слоя суфле, он действительно получилось очень нежное, легкое, воздушное. Такое суфле можно готовить как отдельный десерт, можно взбить йогурт и залить его в какую-то форму, выстеленную пищевой пленкой, и затем порезать на квадратики, кубики. В результате получатся такие маленькие зефирки. Действительно получилось очень вкусный, в меру сладкий, хотя я совершенно не добавляла сахар в йогурт и нисколько об этом не пожалела. Ну, в принципе, конечно, вы можете подогнать сладость суфле под ваши вкусы. Можете добавить, можете не добавить. Но вот я нисколько не пожалела, что я сахар туда не добавляла. Мне очень нравится вишня в работе, вот как раз вот в этом сочетании шоколадного коржа, суфле и кисленькие ягодки вишенки. Они очень хорошо работают, и вот как раз вот эта вот комбинация очень читается. Мне нравится вишневое желе сверху, тоненький слой желе, он тоже создает такую очень приятную игру текстур, игру вкуса. И если бы я второй раз готовила этот торт, я бы его обязательно готовила с вишневым желе. Хотя, конечно же, этот торт можно приготовить по принципу птичьего молока, то есть готовить его и вовсе без желе, испечь какой-то бисквит. Можно даже самый простой, не обязательно шоколадный, можно классический бисквит, разрезать его пополам и залить на бисквит слой суфле, сверху вторую половину бисквита, то есть по принципу птичьего молока. Мне кажется, что в этом варианте торт тоже будет очень красиво смотреться на разрезе и будет вкусным. Ну а так, в общем, рецептом я осталась довольна. На мой взгляд, он вкусный, простой в приготовлении и вполне достойный. Ну что ж, давайте торт попробуем. Я буду пробовать все вместе, поскольку вот именно таким образом его нужно и пробовать. Чтобы был кусочек коржа, желе и ягодка. Вкусно, действительно вкусно. И вот очень хорошо здесь работают ягодки, нежный слой суфле и корж, шоколадный корж. На мой взгляд, рецепт вполне достойный. Единственное, что я бы изменила, как я уже сказала, это поработала бы с количеством орехов, может быть, взяла другие орехи, нарубила бы более мелко и добавила бы пропитку шоколадный корж. А все остальное очень гармонично и очень вкусно. Ну что ж, приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что и вам этот рецепт тоже понравится.
Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.